Привет всем! Сегодня мы находимся в Старой Риге на улице Аудею. Я хочу познакомить вас с домом, который является первым в городе образцом югенстиля или модерна. Модерн зародился в Англии во второй половине XIX века как направление прикладного декоративного искусства. Теоретические основы модерна разработал Уильям Моррис, английский художник, дизайнер по ткани и мебели, оформитель книг, поэт и общественный деятель. Между прочим, ткани, обои и другие изделия по эскизам Морриса до сих пор выпускаются компанией Сандерсон. Во второй половине 90-х годов XIX века новый стиль распространился по всей Европе, где стал известен под разными названиями. В Англии это был стиль модерн, во Франции ар-нуво, Испании модернизма, в Италии стиль либерти, в Австрии сецессион-стиль по названию ассоциации художников, куда входил Климт, в Германии югенстиль, в России стиль модерн. Свое название югенстиль получил от иллюстрированного еженедельного журнала «Югент», который объединял творческую молодежь Мюнхена. Югенстиль вошел в моду и занял доминирующее положение в Риге после Латвийской этнографической выставки в 1896 году и выставки «700 лет Риги», которая состоялась в 1901 году. Идем посмотрим поближе. Дом по адресу Аудею 7 – классический образец югенстиля. Новый стиль в архитектуре получил широкие возможности для выражения. Архитекторы внедряли свободную, функционально обоснованную планировку зданий, использовали новые материалы – металл, железобетон, керамику, стекло. Приверженцы модерна использовали плавные силуэтные линии здания, неопределенные контуры. Внешний облик здания формировался из структуры внутренней планировки помещений. Все эти характерные особенности стиля есть у этого дома. На первых двух этажах располагались магазины и конторы, а наверху апартаменты. Небольшой эркер подчеркивает объем и пластику здания, а карниз поддерживается металлическими кронштейнами. Верхний этаж выполнен в виде мансарды, окруженный выразительными металлическими перилами, которые сейчас, к сожалению, закрыты сеткой. Обратите внимание на изящные линии, декоративные скульптурные элементы, украшающие фасад. Взгляните на эти детали. Характерные черты югенстиля – это использование природных мотивов, асимметричные формы и плавные линии. Фасад здания украшен мотивами стилизованных растений, ирисов, главного символа стиля модерн, одуванчиков, символизирующих счастье и преданность. Камышей, как символа спасения. А также изображениями яблонь. В ветвях яблони спрятаны яблоки, символизирующие богатство, урожайность и процветание. Фасад здания также украшен небольшим эркером, по обеим сторонам которого видны маскароны с кричащими мужскими лицами. Вторая пара маскаронов с женскими лицами над входной дверью на другом фасаде. Дом был построен в 1899 году. В данном случае важен год постройки, поскольку в Европе не так много зданий югенстиля, построенных в XIX веке.
Авторы проекта – архитекторы Альфред Ашенкамф и Макс Шервински. Они знамениты тем, что спроектировали павильоны для выставки 700-летия Риги в 1901 году, а в дальнейшем построили несколько доходных домов. Здания строили для книгоиздателя Александра Гроссета. Плакаты и книги, изготовленные в его типографии, можно сейчас увидеть в музее Югенстиля в Риге. В конце 60-х годов, в советское время, здесь находился проектный институт, поэтому внутренняя планировка и интерьер изменились, однако фасад здания был отреставрирован и сохранился. Последние 11 лет помещения здания сдавали в аренду. Дом является частью памятника архитектуры государственного значения, комплекса жилых домов, в которые входят здания на улице Аудею 7, 9 и 11. В 2023 году исторический дом на улице Аудею 7 государство продало на аукционе за 1 672 500 евро. Покупатель – девелоперская компания, имеющая богатый опыт восстановления исторических зданий. Планируется, что дом будет полностью восстановлен согласно эскизам авторов. Реставрацию планируют начать в 2025 году. После реконструкции на первом этаже разместятся рестораны и магазины, а на верхних этажах квартир премиум-класса. Будем надеяться, что здание скоро приведут в порядок и оно снова будет радовать глаз. Вот такой он, дом на Аудею Иела 7. Уже 125 лет он служит живым примером Югенстиля в Риге. Если вы будете гулять по этому району, обязательно обратите внимание на этот архитектурный памятник и вспомните его историю. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, какие еще здания Риги вы хотели бы увидеть в наших видео. До новых встреч!